Привет, 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 дорогие друзья! Рада видеть вас на своем винном канале. Сегодня у нас очень интересная тема. Знаете, иногда прилетают разные любопытные вопросы. Например, люди говорят: 5 лет назад мне подарили бутылку хорошего вина, мне ее стоит уже сейчас пить или лучше еще 5 лет подождать? Или другой человек спрашивает: вот бутылку хорошего вина купил на рождение сына, хочу ее открыть в день его 18-летия, стоит ли ждать так долго? И когда я спрашиваю, а что конкретно за вино вы имеете в виду, то в подавляющем большинстве случаев я понимаю, что вино это уже скорее пить поздно, чем рано. Выдерживать его, конечно, можно, в любом случае в любой бутылке вина будут происходить в процессе выдержки разные процессы химические, но самый главный вопрос здесь: приведут ли эти изменения к улучшению качества вина, или они, наоборот, приведут к ухудшению его свойств ароматических, вкусовых и к увяданию. И поэтому я решила записать для вас видео сегодня, в котором мы ответим на самые популярные вопросы. Во-первых, какие вина можно выдерживать, какие нельзя, на какие критерии стоит обратить внимание при принятии решения о том, выдерживать вина или нет, да, какие аспекты в вине способствуют увеличению продолжительности жизни вина и улучшению его вкусовых качеств. Также мы поговорим о том, какие сорта винограда из каких регионов должны привлекать наше внимание, если мы хотим вино выдерживать, да, в своей коллекции долгое время. Ну и в конце, конечно же, самое интересное: как конкретно меняется вино, то есть как меняется его цвет, вкус и аромат, и как мы в слепой дегустации, не зная, что мы пробуем, можем вычислить эти вина почтенного возраста. Кстати, я вспомнила, что и раньше когда-то я думала, что выдерживать можно любые вина. Мне было лет 12 или 13, как-то меня заинтересовали вина, я уговорила маму купить мне книжку про вино, это была первая книжка у меня Ос Кларк «Вино». Также уговорила ее купить бутылку вина, которую я радостно выдрузила на подоконник, на свое мансардное окно и любовалась им при свете солнечных лучей, палящее питерское солнце, и я думала, что вот с этой бутылки начнется моя винная коллекция. Когда я это вспомнила, кстати, я была удивлена, потому что, согласитесь, 12-13 лет это так рановато для такого увлечения, и я вчера виделась с родителями, задала им вопрос. Это же немножко как-то безответственно, как так получилось, что вино было нормальным в нашей семье, я его могла спокойно пробовать, вы там делились, спрашивали, что я думаю, что не думаю. И папа сказал мне, что запретный плод сладок, и они с мамой хотели, чтобы вино не было запретным плодом, для того, чтобы у меня не было никакого интереса и мотивации где-то его пить в другом месте за пределами дома, там, например, с друзьями. Ну и добавил потом, что также возлагал надежды на мое воспитание хорошее и скромность, и надеялся втайне, что я откажусь, но этого не случилось. В общем, с этой бутылкой вина, которую я водрузила на подоконник, ничего интересного не произошло. Родители как-то ее выманили обратно, сказав, что выдерживать его не стоит, оно только ухудшится, не улучшится. Ну и вообще коллекцию свою сделать я еще успею когда-нибудь потом. Ну, в общем, и в том, и в другом они оказались совершенно правы. Действительно, подавляющее большинство вин предназначены для немедленного употребления, и выдерживать их не стоит. Но здесь вы со мной не согласитесь и, наверное, скажете: ведь есть такие истории, когда открывалась бутылка уже 100-летней давности, и оказывалось, что вино там живо, здорово и вполне себе хорошо себя чувствует. Совершенно верно. Ну вот действительно, например, 10 лет назад открыли бутылку шампанского вина Перье Жюет 1825 года, то есть ему сейчас было бы уже скоро 200 лет. И винные критики и дегустаторы, которым посчастливилось попробовать этот образец, сказали, что, несмотря на явные признаки оксидации, вино было вполне себе живенько так. Оно было еще достаточно интересным, потому что в нем сохранились некоторые пузырьки, была легкая шипучесть. Более того, в ароматике были достаточно приятные ноты финика, карамельки тоффи, да, что-то такое. Ну ладно, что уж там эти винные дегустаторы, вы подумаете, они напридумывают всего, рассказывают вам сказок, верить им нельзя, фантазеры. Но даже главные лица государства пробуют такие супервыдержанные вина. Например, Владимир Владимирович Путин и Сильвио Луиджевич Берлускони, когда посещали погреба Массандры, угостились вином Херес де ла Фронтера 1775 года. Да, считаем, сколько же ему лет. Но, вероятно, наверное, оно было, я не знаю, какое оно было, но, вероятно, это было не совсем плохое вино, иначе бы вряд ли его предложили, да, нашему президенту. То есть я с вами соглашусь.
в том, что есть все-таки вина, которые обладают этим магическим свойством улучшаться, развиваться с течением времени. Но нужно понимать, что 95% вин нужно выпивать молодыми. И лишь 5%, как говорит винный критик Джейнсис Робинсон, подходят для длительной выдержки. И вина из низкого ценового сегмента у нас будут относиться к первому типу, а вот вина среднего, плюс и высокого ценового сегмента мы с вами можем рассмотреть. Поэтому давайте сейчас поговорим с вами о тех критериях, да, которые влияют на потенциал выдержки вина в бутылке. В первую очередь, это, конечно же, кислотность в вине. Кислотность отвечает за структуру, за скелет в вине и обеспечивает длительную, да, продолжительность жизни. Если у нас вино с высокой кислотностью, то с большей долей вероятности мы можем его рассмотреть. Второе – это, конечно же, полифенолы. Это группа фенольных веществ растительного происхождения, которые в вине появляются от кожицы, ягоды, семечек и стебельков грозди виноградной. Есть самые разные вещества там, но самые знаменитые, о которых вы точно совершенно слышали, это танины. Танины – это те самые вещества, которые обеспечивают вяжущий эффект во рту. Сами по себе танины не обладают консервирующим эффектом, но они имеют такую особенность смягчаться с течением времени. И если говорят про молодые вина с высоким содержанием танинов, что танины часто бывают достаточно агрессивными, говорят такие шероховатые, песочные, то в процессе выдержки они у нас становятся мягкими. И в этом случае говорят, что танины стали бархатистыми, шелковистыми, обволакивающими. Пока наука еще не совсем может ответить на вопрос, что же именно происходит с этими танинами, раньше считалось, что они связываются с антоцианами, это другие фенольные вещества, которые обеспечивают пигмент в вине, укрупняются, создают более крупные фракции, выпадают в осадок, поэтому ощутимых во вкусе танинов становится меньше, но сейчас уже наука говорит, что не совсем это является как бы единственной причиной. Поэтому процесс еще не до конца объяснили. Так, следующий, третий фактор – это сахар. Сахар у нас природный консервант, поэтому чем больше у нас в вине сахара, тем лучше оно будет выдерживаться. Именно поэтому сладкие вина у нас будут такими знатными долгожителями. Конечно же, следом идет четвертое – алкоголь. Крепленые вина обладают очень длительным сроком жизни. Там 40 и 50 лет совершенно не редкость. Ну и последний фактор, который объединяет все предыдущие, это баланс. Баланс этих элементов в вине. Потому что если изначально у нас вино не сбалансированное, то выдержка мало ему поможет, скорее всего. Оно так и останется у нас несбалансированным, а значит некачественным. Такие вина у нас к выдержке длительные не подходят.